Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро и придут в вашу жизнь, а может быть и ворвутся, что-то будет неожиданно, что идет на ваш порог, давайте с вами узнаем. И в самом начале у нас карты пасьянса, которые расскажут и покажут, что же там в ближайшие дни произойдет. Итак, смотрим. А я должна сказать, что Плутон, планета, которая находится сейчас в вашем знаке зодиака, совсем недавно как будто притормозил, уйдя в обратное движение. Мы говорим ретроградный Плутон. И это значит, это продлится до середины октября, до 16 октября. Так вот, до этого периода некоторые вопросы нам как будто пространство, судьба возвращает к пересмотру. И это не есть что-то новое. Скорее всего, в жизни каждого из нас происходят глубинные процессы трансформации, ведь Плутон именно за трансформацию отвечает. И здесь система ценностей трансформируется. Ну, кому интересно поподробнее, приглашаю на свой сайт, и ссылка будет в описании под видео. Что меняется именно в период ретро-Плутона. Прочитайте, потому что ваш знак зодиака может этот период чувствовать особенно как-то остро. Вот прямо сама выпала, как маска, да, значение маски. И это всегда какой-то человек, который, либо мы его недостаточно хорошо знаем, кстати, у вас еще выпадает образ цыганки. Но цыгане тут ни при чем. Имеется в виду, прописано очень короткое слово «лицо». Это тот человек, которого мы недостаточно хорошо изучили или просто знаем. Новый знакомый. Не торопитесь делать выводы. Но иногда это могут быть просто совершенно два разных человека. Или, допустим, может быть и состоялось какое-то новое знакомство, или просто новое лицо в вашем окружении появляется. А кто-то вам со стороны дает советы, ведь тут у каждого будет как-то по-своему. Потому что маска иногда олицетворяет даже ту персону, которая нам транслирует то, что нам приятно слышать, а на самом деле не все так однозначно. Поэтому тут, видимо, нужно будет решать что-то самому или самой, определяться и быть где-то внимательны, потому что иногда, да, вот это то, что нам уху приятно слышать, а начнем копать, да, или разбираться в какой-то теме, ну и найдем мы там какие-то подводные рифы. Поэтому, ну вот так вот неоднозначно что-то у вас. Тем не менее, выпадает вот этот якорь, это уверенность. Значит, какие-то вопросы вы можете стабилизировать буквально со дня на день. Значение корона – это власть. Здесь могут быть и как провластные структуры. Здесь может быть и как символ власти, контакт с конкретным человеком, который обладает определенными ресурсами, знаниями или рычагами влияния. Но это точно так же корона, она может свидетельствовать и для вас, ну, как ваша власть, что у вас сейчас сильная позиция. Может быть, вот эта маска – это какой-то человек, который видит выгоду именно при общении с вами, в продолжении контактов с вами. И значит, надо будет подойти к этому вопросу мудро. Поэтому делите надвое. Вот правда. А у кого-то из вас, смотрите, на кону поездка, переезд. Или просто какая-то важная встреча, дорога. Ну, это иногда олицетворение, как и жизненный наш путь, с которым вы можете определяться. Есть тут и какие-то сомнения, смотрите. Мечи – это не есть какой-то материальный объект. Это наше именно такое настороженное состояние по поводу какого-то вопроса. Ну вот посмотрите, мои дорогие любимые водолеи. Очень люблю это значение. И у вас, кстати, так вот рядышком. Как вопросы дома, семьи или места вашего пребывания. Ну буквально и домочадцы, и сами по себе стены, где вы, может быть, в ближайшее время планируете находиться. Но, может быть, и личной жизни затрагивают вопросы, да, ваши как планы или то, что вы хотите осуществить. А я вот, кстати, только что увидела, ну, не буду соединять, но, в принципе, череп – это тоже переживание. Вот есть какие-то переживания. Может быть, это и связано даже у кого-то корона, да, как будто между вот этими мечами и вот этим черепом.
получится или не получится какое-то дело. Что-то задумали водолеи. Может быть, и дело где-то притормаживается, я не исключаю. Но, видимо, тут всему свой срок. Потому что добрые перемены уже идут в вашу жизнь. Вы это не можете изменить вот буквально так. Что у вас еще совпало? Вот я смотрю. В нашем пасьянсе мы можем соединять значения в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Но я не вижу совпадений. Правда, не вижу. Поэтому пойдем дальше. Узнаем с вами поподробнее, что скрывает ваше будущее, какие тайны, что изменит ваши планы. Достанем такую карту. Со дня на день, что изменит планы водолеев? Но это период в течение мая. Что вас будет радовать? В чем ваша сила? В чем ваше преимущество? Возможно, и помогать. И что будет продолжаться? К чему все идет? По основным сферам жизни. Что ждет водолеев в личной жизни, в любви со дня на день? Что ждет водолеев по финансам? Ну и что ждет в сфере достижений? Работа, учеба, важные поездки, контакты, важные персоны. Итак, что изменит ваши планы? А ведь и правда изменит. Сама по себе карта неожиданности. Будьте готовы к неожиданностям. Кстати, иногда по рыцарю жезлов это конкретный человек. Где-то тот человек, который действует на импульсе. И может быть тут ситуация, даже если она как-то связана с личной жизнью. Но смотрите, жезлы — это у нас дела, работа, бизнес, документы, но это что-то более такое материальное. То есть либо нам нужно что-то видоизменить, возможно, это новость, которая буквально врывается в нашу жизнь и уже требует к себе внимания. Мы не можем это так вот равнодушно отмахнуться или сказать, ну нет, меня это не касается. То есть вас это зацепит как минимум эмоционально. Либо поведение какого-то человека, либо получение той или иной новости, информации. Давайте мы с вами немножко проясним, с чем это связано, что это за неожиданности, которые меняют планы водолеев в ближайшее время. Здесь может быть и получение какого-то документа, или когда вы узнаете, ох, как на кону-то у вас солнце, выбор правильного направления. Вы как путь жизненный выбираете какую-то стратегию и тактику одновременно. Два старших аркана, и это нам по судьбе. Когда выпадает аркан правосудия, это всегда причина и следствие, и стало быть. И я могу предположить, это могут быть неожиданные сведения, неожиданные контакты или новость, которую вы можете услышать по какой-то своей интересующей теме, или потому что вам где-то знакомо, ну или человек может быть знакомый, хотя это может быть ну, какое-то совершенно другое поведение человека, нежели было прежде. Вас это может еще и удивить. Вас может удивить новость, или у вас может удивить какой-то альтернативный вариант, когда вы понимаете, вроде бы действовать надо, но вот каким образом, непонятно. Но это как-то будет накладывать свой отпечаток, это правда, смело говорю, потому что вы будете готовы к планы корректировать, потому что на кону солнце. И если я буду как будто настаивать, и тут не случайно это приходит, видеть человека или, может быть, создавшегося какого-то положения, какой-то ситуации в ближайшие дни, потому что к этому нужно подойти более вдумчиво. Здесь будет какое-то продолжение минимум на 6-8 месяцев. Ну вот по Плутону я говорила, правда, прочитайте статью. Ведь вы сейчас можете именно как-то остро чувствовать, что ваша задумка, ваш проект, ваша какая-то идея, она может не пойти с точкой именно в таком аспекте, как вы это предполагали раньше. И это может свидетельствовать о том, что вы находитесь во власти событий или вот той обстановки. Она на вас оказывает влияние. Но точно так же это могут быть решения людей. И, может быть, я все-таки допускаю, потому что сочетание таких карт – это, ну, правда, когда, представьте, пришла в нашу жизнь какая-то данность. Возможно, мы недовольны. Или мы недовольны в каком-то проценте, потому что это не совпадает с нашими планами. Но судьба нас как будто заставляет именно теперь рассмотреть новый вариант и для себя определить путь. А вот и правда, в течение лета, я бы сказала, все-таки старшие арканы,
Они не говорят о том, что вот пару дней и все закончилось. Нет, это всегда более далекая траектория. Но в чем же ваша сила? В договоренностях. В дипломатии, мои дорогие. В каком-то, может быть, конкретном человеке, но договариваться придется. И от того, как вы договоритесь или как вы сумеете, ну, какое-то взаимодействие с ним, может быть, на продолжительный период, или пусть вы будете идти так от шага к другому шагу переходить, постепенно, не пытаясь какой-то вопрос разрулить, знаете, одним махом. Сегодня решил и вроде как на всю оставшуюся жизнь. Нет, тут, скорее всего, будьте готовы именно что-то корректировать, как ваш план, и, скорее всего, договариваться, может быть, и до середины октября. В этом будет, мои дорогие, ваша сила на более продолжительный период времени. Что будет продолжаться? Для вас это открывает будущее. Для вас это откроет, возможно, какие-то новые навыки, или еще в последующем вы что-то узнаете, услышите. Вы можете заинтересоваться каким-то проектом. Вы можете оказаться как в новой общности людей, в новом коллективе. Вы можете точно так же что-то и онлайн изучать. Кто-то из вас будет осваивать новые ресурсы или будет осваивать, каким образом я могу заработать деньги. Так что же это будет продолжаться? Будет еще какой-то у вас выбор и новости. Ну, понятно, новости, конечно, в будущем у нас будут. Но вот, видимо, я не могу сказать, что вам нужно себя на что-то уговорить. Нет. Но все же альтернативные варианты, которые балансируют между тем, чтобы себе не навредить, но и забрать свое. Что будет продолжаться? Хитрее быть нужно, мои дорогие. Как и делая какой-то выбор, принимая какое-то предложение, именно потому, что отказаться не можем. Но есть какое-то взаимодействие, может быть, с конкретной персоной, и оно, вот знаете, оно не лежит на поверхности. Но ведь ваш знак зодиака – это интеллект. А интеллект – это не сознание. Сознание – это шаблон. Это привычка где-то на уровне привычки. Ведь сознание нам иногда, знаете, как дает такие подсказки, которые нами уже отработаны. Опять же, это где-то, ну, символизирует привычку. И мы, когда хотим решить какую-то тему, и нам сознание иногда дает ошибочный вариант, потому что другого не существует. Это, предположим, в вашей жизни была какая-то ситуация, и пусть сознание наше понимает, что, ну да, это уже заведомо какой-то проигрыш, если я буду действовать так, а другого варианта нет. Это как компьютерная программа. Вот она написана так, а по-другому не написано. Вы какую-то новую программу в своей жизни пишете. И поэтому интеллект – это как более такое высокое знание, это разум, это альтернативные варианты, но в этом вы сильны. И вот в этом контексте что-то будет продолжаться. Да, тут и люди могут хитрить, но, может быть, и вам ничего не остается, когда какой-то вопрос или проблему вам придется решать, ну вот, не как открытая книга, может быть, и о себе много не рассказывать, но вот именно находить вот ваши интересы. Или зачем вам это нужно. Или, может быть, на какой-то процент ваша заинтересованность в каком-то деле, в каком-то человеке. Знаете, пройти какой-то жизненный путь. Может быть, в дистанцию 6-8 месяцев. Такими, знаете, мелкими шагами. Когда мы вступаем осторожно, но уверенно. И все контролируем. Кто что говорит и что происходит вокруг нас. Вот такие энергии у вас будут продолжаться. Ну, давайте вернемся, может быть, нам карта на личную жизнь скажет, что же тут со дня на день. Какое-то общение, доброе общение. И здесь, конечно, по-разному. У кого-то, потому что у каждого своя личная история, но явно это те люди, может быть, и друзья, а может быть, это и любовная история, но контакт явно будет продолжен. Мы не можем от этого, опять же, как и сами отказаться, и мы не можем это отменить. Может быть, это у кого-то из вас просто близкие, да, особенно для людей семейных, для тех, кто в паре. Здесь может быть важная встреча, или пусть встреча у вас каждый день происходит, ну, какую-то новость вам, предложение может принести человек. Или вы можете что-то узнать через контакт с каким-то далеким родственником, что это для вас. На кону ваш статус. Поэтому вопросы, все-таки императрица, да, это именно статусная карта,
но и, может быть, согласование, как улаживание некоторых вопросов в личной жизни. И карты нам говорят, для вашего благополучия, правда, какие-то контакты вам придется, ну, может быть, совмещать у кого-то с работой. Может быть, это будет или время, да, нужно будет найти, или какой-то человек, которого вы тоже хорошо знаете, договариваться конкретно с ним придется. А здесь вершина дипломатии, по сути дела, карта императрица. Я не исключаю, что, пусть у нас императрица, но не будем рассматривать по полу карту. Здесь может быть отклик какого-то человека как помощь вам. А может быть, вы не собирались пользоваться этой помощью и хочется достать карту. А зачем вам это нужно, даже если, допустим, у кого-то сейчас спорная ситуация? А вам как будто нужно не создать себе проблем. Не создать проблем или построить какой-то запасной аэродром. Вот запасной аэродром – это точно. Эта карта не призывает, что мы должны сразу откликаться на что-то. Вот будьте внимательны. Или куда-то торопиться. Как будто силы не равны, да? Семерка жезлов. Как будто 6 жезлов, как направлены в наш адрес, в нашу сторону. У нас только одна волшебная палочка, колода ведьмочек, да? Но вот силы не равны, нет смысла упорствовать, нет смысла кому-то что-то объяснять. Может быть, с конкретным человеком, который ресурсный. Да, есть ваша выгода, есть польза, есть взаимообмен какой-то, и от него тоже какая-то польза. Или есть люди, которых мы не можем отменить из нашей жизни. Но и я не скажу, что по этой карте мы обязаны как будто в чем-то участвовать. Нет, мы рассматриваем участие с позиции собственных приоритетов. Вот как-то так почему-то у вас в личной жизни. Ну и в принципе, что будет продолжаться, мы только что об этом говорили. Стало быть, вот для вашего благополучия, для вашего обустройства, для вашего, может быть, запасного аэродрома вам сейчас некоторые согласования и нужно провести. Перекладывайте на себя. Здесь у каждого по-своему. Но возможности, мои дорогие. Деньги. Что ждет? У кого-то на кону путешествия. У кого-то из вас работа через или посредством интернет. Иногда шестерка мечей. Мечи, опять же, интеллект. Это какой-то новый проект. Или, может быть, он не совсем новый, но он еще требует работы, потому что карта заслуженного успеха называется. Это тот успех, который мы проходим пошагово, опять же, когда потребуется мужество. Но для кого-то из вас получение может быть конкретно, да, откуда к вам приходят деньги. Это новый источник дохода, который вы будете рассматривать. А для кого-то деньги, которые могут быть, ну, как связаны, я такое тоже, кстати, не исключаю, решение жилищных вопросов. Причем это где-то возможный переезд или какая-то поездка, рассмотрение альтернативных, опять же, вариантов, но как будто дороги или пусть эта работа посредством интернет здесь вам приносит и популярность, и радость, и новое качество жизни. Может быть, это и вы будете что-то, опять же, доизучать, складывать в какой-то единый узор, вот так, чтобы этот пазл сложился хорошо, и для этого вам потребуются еще и знания. Или потребуются какие-то консультации. Возможно, эта поездка у кого-то может быть как вы решаете вопросы, получаете важный какой-то документ. Ну вот смотрите, здесь вам я все-таки вижу для осуществления какого-то желания, которое будет пересекаться с финансовой историей или финансовым интересом. Здесь идет помощь человека. У кого-то это может проиграться конкретная персона, ну как чиновник, официальное лицо. Может быть, работник банка. Иногда такое тоже. Но а у кого-то это проиграется помощь близкого человека. Того, кого вы знаете. И может быть вот этот запасной аэродром. Где-то говорят, не создай конфронтации, потому что... А вот тебе, может быть, и придется водолей совсем скоро воспользоваться чьей-либо помощью. Или, может быть, это будут какие-то важные согласования, получение документов, когда может тоже потребоваться как поддержка того человека, которого вы знаете или знали долгое время. Ну, есть пересечение ваших интересов, безусловно, по шестерке мечей и какая-то конкретика, как на злобу дня. Но
Король Пентаклей выпадает, и поэтому по этой карте мы можем, даже если сложная ситуация, то мы можем стабилизировать ее именно финансово. Ну или сама по себе помощь. Какой-то вариант такой тоже может быть. Найдете как будто выход, если, ну даже у кого-то финансовая брешь. Ваши достижения, дела, документы и важные встречи. Праздник, мои дорогие. Вот все то, что я говорила, вам и необходимо, чтобы больше было улыбок на лице. Да, карта иногда говорит о том, что есть те третьи факторы, которые нам нужно доизучить, которые, может быть, с одной стороны, нам приятны, но они еще загадочны. Хочется сказать, давайте достанем еще одну карту. На ваши достижения, что ждет? Все сохраняй. Сохраняй деньги. Ну, мы подробно это разобрали. Вам нужен какой-то, ну, у каждого свой эквивалент, но, наверное, деньги – один из способов взаимодействия с миром, а тут у вас что-то такое серьезное. Будь, может быть, даже по части эмоций, каких-то контактов, но не руби с плеча, вот это точно. Каким-то образом еще раз нам вот этот дуплет говорит тебе, этот водолей совершенно скоро поможет. Может быть, это даже какие-то контакты, связи, знакомые лица, с которыми вам придется что-то обсуждать, выстраивать правильное взаимодействие. И это будет для вас означать вот траектория на будущее от людей конкретных или от решения каких-то вопросов, получения документов, бумаг, согласований. Будет зависеть ваше достижение и ваше будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Ну, такой очень интересный расклад, загадочный. Хочется сказать, правда? Но я думаю, как раз ваш знак, символ интеллекта. Вы, может быть, каждый... Это я смотрю, и я не водолей. Я думаю, а что это такое может быть? Буду благодарна вашим комментариям. Ну вот найдите минутку, может быть, в конце мая или в июне, черкните. А может быть, вы уже сейчас знаете, что же это за такой какой-то сложный вопрос или какое Соломоново решение вам нужно принимать, и я буду вам благодарна. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации на сайте, и ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.